Всем привет! Что общего у мериносовых овец, дающих людям самую лучшую в мире шерсть, и единственным военным переворотом в истории Австралии, произошедшим из-за самогонного аппарата и бочки рома? Эти и многие другие интересные события в истории Австралии объединил вот этот человек, Джон Макартур, аферист и забияка, по сравнению с которым Остап Бендер просто невинный подросток, таскающий папиросы из кармана деда. Макартура считают отцом овцеводства в Австралии и даже изобразили на банкноте в $2. Джон родился в Англии в окрестностях Плимута и был вторым сыном торговца тканями. В возрасте 15 лет Макартур попал в армию. Он должен был принять участие в войне за независимость США. Однако та закончилась к этому времени, пока его полк готовился к отправке. После этого работы для него не было, и наш герой жил на половинное жалование в сельской местности и мог бы уже никогда не вернуться в строй. Однако это все же случилось в 1788 году. Макартур послужил в Гибралтаре, а затем женился на Элизабет Вейл. Она также еще сыграет важную роль в истории Австралии. Летом 1789 года Джон был назначен лейтенантом в корпус Нового Южного Уэльса, в первую регулярную воинскую часть. Когда Макартур получил назначение в колонию, Элизабет вместе с сыном последовала за ним. Они отправились в Сидней на Нептуне, по отзывам Джона Макартура, худшем корабле из худшей из австралийских флотилий. Давайте на минутку представим, что представляла в то время Австралия, которая Австралией-то еще не называлась, а называлась Новым Южным Уэльсом. В то время, кроме местных аборигенов, здесь жило 7000 белых поселенцев, из которых 700 составляли солдаты, а остальные сброд разной степени маргинальности. По большей части это были ссыльные, сосланные за серьезные преступления из Англии. Причем, как правило, перед заключенными ставили выбор – смертная казнь или ссылка в Австралию. Многие при этом выбирали смертную казнь. Были там и авантюристы, и шальные фермеры, и даже бизнесмены, которые надеялись на то, что правительство подарит им кучу земли с дармовыми каторжанами в придачу. В общем, публика еще та. Австралия очень быстро стала эдакой вещью самой в себе. Совершенно иной мир, до Англии плыть больше года, 14 тысяч километров. В Лондоне вскоре вообще перестали понимать, какого черта там творится, и пустили все на самотек. Маленькая, но важная ремарка. Правительство Англии, планируя жизнь в новой колонии, планировало создать в ней некое утопическое общество с перевоспитавшимися в христианском духе трудолюбивыми и благочестивыми каторжанами, ведущими благопристойный, а главное трезвый образ жизни. Ведь поставки алкоголя для местных были запрещены, только солдатам разрешалось. В общем, фантазер ты меня называла. Ну и, конечно же, что-то пошло не так. Путешествие на кораблях второго флота проходило в ужасных условиях. Большинство заключенных на Нептуне находились на палубе, прикованные кандалами. Продовольственные нормы были более чем скудные, а за попытку украсть кусок несчастных пароли до смерти. Повсеместно была распространена цинга и другие болезни. В результате из 502 заключенных, перевозимых Нептуном, 158 умерли в пути и почти половина вскоре после прибытия в колонию. Джон Макартур начал создавать проблемы еще до того, как прибыл его корабль. Недовольный предоставленной его жене и ребенку каютой, Джон устраивал скандалы и разбирательства с командованием корабля вплоть до дуэли с капитаном Нептуна. В результате этой дуэли или других злосчастных обстоятельств, но капитан умер, и тем не менее Джон Макартур не нашел понимания и с новым капитаном, и еще до мыса Доброй Надежды перевел семью на другой корабль. В июне 1790 года с семьей он вступил на берег новой британской колонии. Его поставили командовать 60 солдатами. Джон остро осознавал свое скромное происхождение и ревниво защищал то, что считал своей честью и статусом. Хотя кодекс чести джентльменов запрещал заниматься коммерцией и считал это вульгарным, а военным офицерам и вовсе было запрещено, Макартур приехал в колонию только для того, чтобы поживиться. Он нес прямую ответственность за то, что корпус Нового Южного Уэльса стал известен как Ромовый корпус. Его ужасная репутация худшего британского полка, когда-либо надевавшего красный мундир. В Австралии лейтенант освоился очень быстро и начал искать пути обогащения, которые же очень быстро подвернулись. Вместе с командиром корпуса, майором Фрэнсисом Гроузом, Джон Макартур взял под контроль торговлю в колонии и прежде всего торговлю ромом,
благодаря чему подразделение скоро начнет неофициально именоваться Ромовым корпусом. Уже тогда офицеры корпуса позволяли себе плевать на официальные власти. Скажем, как-то МакАртур украл прибывшую казенную бочку рома, которую приказал вернуть лично первый губернатор колонии Артур Филипп. Губернатора, в общем, послали куда подальше, а свою угрозу арестовать МакАртура тот так и не сумел исполнить. В конце 1792 года Филипп уехал в Англию, так что управлять Новым Южным Уэльсом стал друг МакАртура Гроувс. Тут-то, как говорится, Джону карта и пошла. Ромовый корпус развернулся по полной программе, начав не только стричь деньги с торговли, но и распоряжаться трудом каторжан. Если раньше ситуация напоминала некий торговый картель, то теперь корпус Нового Южного Уэльса стал организованным преступным сообществом. Военные лихо распределяли между собой местные ресурсы и земли, лично МакАртур получил 40 гектаров лучших наделов в регионе, а тендеры на поставки в колонию волшебным образом выигрывали свои люди, например, в Британии брат МакАртура. Когда в 1795 году в Австралию прислали нового губернатора Джона Хантера, этой вольнице вроде бы настал конец. МакАртур потерял должность инспектора общественных работ, а функции гражданской и военной администрации оказались разделены. Однако корпус начал давить на местных проводников реформ, в том числе серьезными угрозами и даже реальным физическим насилием. В общем, хватило нового губернатора на 5 лет, и в 1800 году он уехал. К тому времени Джон МакАртур получил звание капитана, ему выделили 80 гектаров лучших земель в районе Роуз-Хилл. Там он построил усадьбу, которую назвал в честь жены Элизабет Фарм. Чуть позже он стал поставлять одежду для военных, которую производил его родственник в Англии. Он стал обладателем первых в Австралии овец-мериносов, разведение которых скоро станет очень выгодным делом. А у МакАртура, конечно же, к этому времени были лучшие пастбища. В 1796 году в Африку, в голландскую Капскую колонию отправились 2 корабля из Сиднея. МакАртур попросил своих друзей-капитанов привезти ему любых хороших овец, которых они смогут достать. На удачу МакАртура король Испании подарил голландскому правительству несколько чистокровных мериносовых овец из охраняемых эскуриальских стад, когда-то принадлежавших Филиппу II. Среди европейских мериносов лучшими считались леонские стада, а среди них эскуриаль были самыми тонкорунными. Мериносы были отправлены в Капскую колонию под присмотром шотландского джентльмена, который скоропостижно умер. Его бедная вдова вела бесконечные споры с голландским правительством из-за подарка испанского короля. Чтобы положить конец разногласиям, овец было приказано продать. Именно их и купили для МакАртура его друзья. И вот в 1797 году в Австралию прибывает корабль, привезший 8 овец мерино, купленных у губернатора голландской колонии на юге Африки. Это были первые овцы с такой высококачественной шерстью в Австралии, и МакАртур получил 6 из них, включая 2 баранов. Шерсть имела большие преимущества как отрасль промышленности для Нового Южного Уэльса, который из-за своей удаленности от европейских рынков нуждался в товаре, который не портится во время длительных морских путешествий и с высокой стоимостью на единицу веса. Скоро в Новом Уэльсе появляется 3-й губернатор Филипп Гидли Кинг. Формально руководил тогда корпусом полковник Паттерсон, а фактически его харизматическим лидером и командиром на основе авторитета, конечно же, был МакАртур. МакАртур начинает готовить мятеж против нового губернатора, посягнувшего на его власть. Поскольку Паттерсон не собирался оказываться во главе мятежа, которому явно толкал ситуацию МакАртур, между ними начался конфликт и дошло до дуэли, на которой Паттерсон был ранен. Губернатор Кинг смог лишь посадить МакАртура под домашний арест. Что того не выйдет осудить в колонии, было совершенно ясно. Уж очень много в Новом Уэльсе было вооруженных людей на стороне МакАртура. В итоге МакАртура отправили для разбирательства в Британии вместе с подробным отчетом губернатора о преступлениях Ромового корпуса, хищениях и о том, как МакАртур накопил состояние в 20 тысяч фунтов стерлингов путем вымогательства. МакАртур прибывает в Британию в декабре 1802 года и что? Никакого отчета Кинга к тому времени на борту корабля не было. Пропал. Ну вот так бывает. И военный суд предложил вести разбирательство в Сиднее, где дело вскоре было тихонько закрыто. Зато у нашего героя по приезду в Англию были образцы шерсти мериносов,
а также большие коммерческие планы на эту тему, коими он принялся делиться с влиятельными людьми. Например, с первым маркизом Камден, Джоном Джеффрисом Праттом, который с весны 1804 года был госсекретарем по делам войны и колоний, и с которым Джон договорился о поставках шерсти и мерина в Англию. В результате МакАртур вернулся в колонию с одобренным широкомасштабным планом по улучшению породы тонкорунных овец, которые должны были освободить британский рынок от испанской зависимости. То есть МакАртур не просто не был осужден, но еще и приобрел отличное лобби, в июне 1805 года вернувшись в Австралию уже не военным, но зато с овцами, деньгами и новыми рычагами власти. Лорд Камден, в частности, оказал большую поддержку и помог МакАртуру в получении гранта в размере 50 тысяч акров земли по его выбору. Вернувшись, МакАртур получает превосходные земли рядом с рекой Нипин и усадьбу называет Камден-парк в честь своего покровителя. Это же имя Камден получил и сорт мериносов, которых разводили и выращивали в его усадьбе. Расширяя производство, Джон основал компанию по массовому производству и экспорту австралийской шерсти. Это была Australian Agricultural Company. Капитал компании, включавший более 300 владельцев акций, превысил 1 000 000 фунтов, а размер земли в разных местах Нового Уэльса более 1 000 000 акров. Поговорим о легендарном ромовом бунте. Когда в 1795 году из Лондона прибыл губернатор Джон Хантер с приказом, который должен был положить конец торговле ромом, военные вежливо объяснили, что он может сделать с этой бумагой. Здесь закон тайга, прокурор кенгуру. Чего не понимали в Лондоне, так это того, что в Австралии свои законы и своя экономика. Колонии нужны были деньги для расчетов, но их просто не было. Нечем было платить фермерам и солдатам за работу, а торговать приходилось только бартером. И новой валютой стал ром. Замечательную экономику придумал МакАртур, не правда ли? Выглядело это, конечно, как дурная затея. Что это за деньги такие, которые можно буквально пропить? Оказалось, что алкоголь не такой уж плохой аналог денег, по крайней мере в австралийских условиях. Следует учесть, что в колонии был всего один самогонный аппарат, и принадлежал он, кому бы вы думаете? Ну, конечно же, Джону МакАртуру. Самогонный аппарат едва поспевал за выпитым, так что количество рома росло не стремительно. МакАртур наслаждался положением алкобарона, министра финансов и местного миллионера в одном лице. Он, можно сказать, основал экономику рома и шерсти. Дошло до того, что зарплату батракам и солдатам начали повсеместно выдавать алкоголем. Но, вопреки ожиданиям, работяги не пропивали свои зарплаты, а использовали их как обычные деньги. Покупали нужные вещи, провизию и даже целые земельные участки и дома. Если, конечно, повезло быть трезвенником. Хантер очень быстро понял безвыходность своего положения. Через год пребывания на посту губернатора он с прискорбием описывал, к чему это привело. Почти полному исчезновению любых проблесков духовности, распространению азартных игр, частым ограблениям и с тревогой должен добавить к ряду недавних жестоких убийств, иными словами, к полнейшему падению дисциплины и наплевательству на заботу властей. Единственный в колонии священник так отзывался о пьяных играх. Заключенными в такой степени овладевал азарт, что некоторые, проиграв последние припасы, деньги и сменную одежду, ставили на кон и проигрывали последнюю рубаху со своего скорбного плеча и стояли перед подельниками, в чем мать родила, смущая своей наготы ничуть не более, чем неразумные туземцы. Британия раз за разом посылала в Новый Южный Уэльс губернаторов, один другого деспотичнее и беспардоннее. Первый губернатор сбежал из колонии под предлогом подагры, второй ушел с поста из-за лютого казнократства, третий слинял, испугавшись, что его поднимут на штыки собственные военные. Однако в метрополии решили, что эти трое просто были недостаточно злыми, и отправили четвертого, прямо-таки легендарно плохого парня, Уильяма Блая. Того самого Блая, который допустил бунт на Баунти и которого собственные моряки бросили посреди моря в шлюпке. В колонии требовалось навести порядок. Колонию необходимо было просушить и приструнить взорвавшийся ромовый корпус. Колония нуждалась в твердой руке. Блай, когда ехал в Австралию, надеялся, что здесь сплошь каторжане, которым вообще не надо платить за работу, а он будет чем-то вроде персидского сатрапа.
А тут этот МакАртур, какой-то капитан, заправлял всей жизнью колонии. Полк Нового Южного Уэльса, в котором он служил, подчинялся не майору, а ему. Других же солдат в Австралии просто не было. То есть вся имеющаяся армия была на услужении у алкобарона. Ромовый полк занимался всем чем угодно. Перегонкой спирта, распределением земель, боксерскими матчами, строительством борделей и кабаков, охотой на эму, но только не прямыми обязанностями. Блаю эта оголтелая солдатня не нравилась совсем. И еще меньше нравилось, как они глазеют на его дочь Мэри. Поэтому идти на компромиссы он не собирался. И Блай совершает непоправимое. Он конфисковывает у МакАртура самогонный аппарат. МакАртур пришел в ярость и потребовал, чтобы Блай вернул его собственность. Блай не только отказался, но и удвоил ставку. Он отправил МакАртура под суд за неуплату штрафа. Губернатор запретил расчеты ромам, выплачивать ими зарплату и использовать в качестве денег отныне было запрещено. Самогонный аппарат же полагалось уничтожить. Под суд МакАртур отправился в беспечном настроении. Он знал, что присяжных придется набирать из солдат и свободных поселенцев, а они все прикормлены и уже успели возненавидеть нового губернатора. В день слушаний МакАртура встретили ободряющие возгласы присяжных и солдат, демонстративно собравшихся у здания суда. Без того свирепый Блай свирепел еще больше. Он послал за командиром полка, майором Джорджем Джонстоном. Но майор, фактически второе лицо в колонии, открыто прислуживал воротиле МакАртуру, а не губернатору, поэтому ответил запиской с извинениями. Прошлым вечером он, напившись, разбил повозку, поэтому сделать ничего не может, так как неважно себя чувствует. Когда ближе к вечеру солдаты выпустили МакАртура из тюрьмы, у него уже было заготовлено воззвание к Джорджу Джонстону арестовать Вильяма Блая и принять руководство колонии. 140 подписей набрались почти сразу, и вечером в казарму набились 300 солдат. Они выпили и пошли на губернаторский особняк с музыкой и с песнями. Охрана, уставшая от вечного нытья и визгливых криков губернатора, не оказала никакого сопротивления. Собственно, единственным человеком, вставших на пути солдат, была губернаторская дочь Мэри, которая пыталась остановить 300 солдат кружевным зонтиком от солнца. Но самого губернатора пришлось поискать. Его превосходительство вздумал играть в прятки и намеревался пересидеть бунт под кроватью. Однако его нашли, вытащили, отряхнули и объявили низвергнутым. Законная, назначенная королем власть была смещена, а Джонстон принял на себя управление колонией, предоставив специально созданный пост секретаря колонии, конечно же, МакАртуру. На улице жгли чучело Блая, солдаты в честь победы жарили баранов, ведь это все-таки Австралия, и здесь все всегда заканчивается танцами, музыкой и барбекю. И все пили ром. Ровно через 20 лет после высадки первого флота, 26 января 1808 года, Австралия пережила единственный военный переворот в своей истории. Этот день до сих пор отмечается как День Австралии. Ну, в честь высадки, конечно, а не в честь переворота. Кончилось все для всех неожиданно хорошо. Следующие 2 года Уильям Блай провел в тюрьме на Тасмании. Лондону понадобилось целых 2 года на то, чтобы понять, что вообще произошло и как на это реагировать. В Австралию был отправлен новый губернатор Лаклин Маквори, который прибыл в сопровождении 73-го шотландского полка. Полк Нового Южного Уэльса был расформирован, майора Джорджа Джонстона уволили из войск, но он, кстати, вернулся в Австралию, где стал фермером. МакАртур вышел из воды сухим. Ему в качестве наказания запретили участвовать в общественных делах колонии и отпустили с миром. А вот Уильяма Блая даже повысили. Сначала до контр-адмирала, а затем и до вице-адмирала. После ромового бунта МакАртур вновь отправился в Лондон спасать свое положение и дабы избежать судебного преследования как бунтовщик. Он не забыл взять с собой и первый тюк австралийской шерсти на экспорт. Британские шерстяные фабрики в то время отчаянно нуждались в шерсти из-за наполеоновской блокады, отрезавшей английских суконщиков от их традиционного источника качественной шерсти Испании. Тюк мериносовой австралийской шерсти ушел по рекордно высокой цене. С 1808 по 1817 годам находился в Англии, занимаясь рекламой австралийской шерсти и множеством других торговых предприятий. После этого ему разрешили вернуться в Новый Южный Уэльс,
взяв обещание, что он будет хорошо себя вести и не участвовать в политической жизни. В 1822 году Лондонское общество искусств вручило МакАртуру 2 медали за экспорт 68 тонн шерсти в Англию и за повышение качества сырья до уровня лучших саксонских пород. Говоря о делах МакАртура, нельзя не упомянуть о его жене Элизабет, о которой даже написана книга писательницы Сью Уильямс «Элизабет and Элизабет». Безусловно, и муж, и жена вложили свой труд и умения в развитие индустрии шерсти в Австралии. И то, что главным товаром австралийской шерсти до 60-х годов 20 века оставалась шерсть, есть их общая заслуга. В годы отсутствия МакАртура с 1809 по 1817 год организационные таланты Элизабет проявились в полной мере. Она руководила семейными имениями в Параманте, Камден, 7 холмов и Пеннант-Хиллз. Это включало ведение счетов домашнего хозяйства, предприятий, наем заключенных, надзор за промывкой шерсти, тюкованием и транспортировкой, а также селекционный отбор баранов и разведение их для улучшения стада. Элизабет регулярно приезжала в Камден-парк, хотя для этого нужно было покидать пределы гарнизона. В то время это было чрезвычайно смело, так как постоянно происходили нападения на колонизаторов со стороны аборигенов. За эти 8 лет под их совместным руководством шерсть мериносовых стад МакАртура сумела конкурентоспособно выйти на британский рынок и завоевать репутацию колонии как центра выращивания шерсти. Последним проявлением публичной активности Джона МакАртура было участие в импичменте судьи Фрэнсиса Форбса в 1828 году, после чего он был провозглашен сумасшедшим с малой надеждой на восстановление. Умер Джон МакАртур в апреле 1834 года. Элизабет пережила его на 16 лет, в течение которых она увидела поразительный успех экспорта австралийской шерсти в середине 1830-х годов. Сегодня ее именем назван Институт сельского хозяйства, улица в Сиднее, школа в региональном Новом Южном Уэльсе и парк в Парамате. Мериносовая шерсть вскоре стала визитной карточкой страны. Спустя десятилетия усилиями продолжателей дела МакАртура австралийские мериносы подвинут на мировом рынке всех остальных овечек и станут признанным эталоном качества мериносовой шерсти. Построенная в пригороде Сиднея Парамата, резиденция, известная как фермерский дом в Парамате, Farmhouse in Parramatta, сегодня внесена в список культурного наследия и работает как дом-музей. Если ехать по шоссе Hume Highway, то почти на выезде из Сиднея в 55-60 километрах от центральной части города видны живописные зеленые поля региона МакАртур. Его территория превышает государство Люксембург в 1,5 раза, но тем не менее является лишь небольшой частью Сиднея. Он включает в себя городские районы Кампбеллтаун, Камден и Воллоудзилли с населением 300 тысяч человек. Но в районе до сих пор сохранилась усадьба Белдженси Фарм в Камден, которую основали пионеры производства шерсти в стране Джон МакАртур и его жена Элизабет. Такая вот история успеха. Если же вы хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании и не забывайте подписываться. Всем привет!